Мы семья Шашуровых, Дима и Женя. В Лесной Поляне с самого начала, живем здесь уже 12 лет. Я занимаюсь разработкой сайтов, а Женя развивает питомник. Трудовое поместье для нас это пространство уюта, которое мы обустраиваем своими руками для себя и своих потомков. Здесь все сделано с любовью, с вдохновением. Каждый день здесь это радость, каждый день здесь это удовольствие. И, естественно, мы очень рады, что мы здесь, что все сложилось именно так. Когда мы сюда приехали, это было чистое поле. Тут не было, по-моему, ни одного дерева выше меня. Я всегда это рассказываю, что не было возможности укрыться от жары. То есть ни воды, ни электричества. И мы такие энтузиасты, вдохновленные. Мы тут жили в палатке, готовили на костре. Я там на ноутбуке еще что-то пыталась работать там в этих условиях с интернетом, который на березе на флешке подвешен. В общем, сейчас я понимаю, какой это был экстрим. А сейчас, вспоминаешь уже, да, романтика. Вот. Все было зарощено потом, мы все чистили, построили дом. Тоже первые годы там я готовила на какой-то досочке, то есть кухни не было. Все это было очень в спартанских условиях, короче говоря, начинали. Мы когда приехали, вот буквально в первый год, приехал Димин отец помогать нам с электрикой. Вот, и я помню, он сказал, что ой, все нормальные люди, наоборот, из деревни уезжают в город. Что у вас тут тишина, темнота, то есть так выходишь, и никого, просто вот лес. Первым делом мы решили обозначить периметр. Мы посадили подсолнухи через каждые полметра всему периметру. Они выросли, кстати. Они выросли, но не вызрели. Вот, потом... забором, наверное, сделали, да, сначала? Да, забором занялись, чтобы понимать площадь. Потому что было вообще непонятно городским жителям 1,5 гектара это сколько. То есть я не могла объять это пространство, я вообще не понимала, где наши границы. Вот забор нам в этом плане помог. Построили потом дом, гараж, выводили электричество, выводили воду, сажать начали. Мы изгородью озаботились тоже с самого начала. Сразу после забора стали ее сажать. И это был не 1 год. То есть наши 400 метров мы сажали несколько лет. Выбрала я кустарники такие, которые были бы малоуходные. Вот у меня вообще главный принцип во всем моем саду. Малоуходность, потому что я физически не могу успевать везде. Вот что само растет, то и молодец. Никаких укрывных растений, никаких там, чтобы ты бегал, там что-то опрыскивал, ухаживал, там обрабатывал. Вот. Они у меня сами остаются, только те, которые молодцы. Изгородь мы сажали, вот была такая идея, что на юг мы сажаем цветущие, на запад, где ходят грибники, нас донимали одно время, там мы колючие шиповники сажали, с севера повыше деревья, чтобы ветра было поменьше холодного, и с востока мы сажали уже плодовые, потому что у нас там огород расположен. То есть такая логика была, и в принципе она сработала хорошо, я довольна. Вот, я уже протестировала растения, которые нормально себя ведут, которые нет, но в принципе вот я довольна тем, что получилось хорошо. Женя у нас дизайнер, а мне копать. Поэтому я даже не знаю, как называются некоторые растения. И когда мы гуляем под ручку по периметру, она мне рассказывает, вот это растение, это то. Я запоминаю. Ты скажи, какие ты запомнил уже. Пузырь плодник, спирея, боярышник. Боярышник, кстати, самое лучшее растение для зрителей. Здоровый образ жизни – это наша норма. Я не представляю себя без тренировок, там, ежедневных или там через день. Турники тут тебе помогают очень сильно. Диме большая радость случилась, когда мы поставили эту площадку, наконец. Вот теперь он каждый вечер там зависает. Поместье – это не только пространство для благополучного проживания, но еще и источник нашего питания. Мы выращиваем очень много, и вот очень ценно, когда эти свои овощи, фрукты, ягоды, экологически чистые. Почва у нас бедная, песчаная. Особо на ней, конечно, в первые годы ничего не росло. Но вот мы с самого начала начали пользоваться приемами органического земледелия. Например, мульчирование, то есть всю скошенную траву на грядку. Солому первые годы заказывали, когда своей травы недостаточно было. Хвоя под клубнику, кора на клумбы. Это все эти приемы, которые улучшают почву. И реально сейчас я вижу разницу. То есть я за эти годы только убедилась в том, что мы делаем все правильно. Насколько земля стала богатая и рыхлая, насколько хорошие урожаи получаются при минимальных затратах. Никаких обработок у нас нет. У нас практически не бывает вредителей. То есть это, прям по пальцам пересчитать случаи. И я очень довольна, что мы с каждым годом все более рационально подходим к огороду, все меньше времени на это тратится. Не все идет по плану,
Например, мы захотели сделать озеро, выкопали, вложили вегетационный материал, но он оказался бракованным, и нам придется все переделывать. У нас средняя полоса, лето не такое длинное, и поэтому, чтобы продлить вегетационный период, мы обзавелись теплицей. И выращиваем там не только огурцы, помидоры, перцы, но и виноград, арбузы, а, Клубника ранее. клубника ранняя, зелень, весной картошка, свекла огромная вырастает. Морковка ранее, то есть то, что рано. Хотим покушать, что там. Цветы, рассада, вот это все очень удобно. Очень много разных задумок, которые мне хочется и как ландшафтному дизайнеру опробовать, реализовать, и сделать поместье еще более уютным, еще более совершенным. То есть это бесконечный процесс, которым можно заниматься всю жизнь. Мы это делаем с радостью, вдохновением, от этого не устаешь. То есть это то, что приносит радость каждый день, чего я всем желаю.